Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня у меня по плану дегустация домашнего пива «Бельгийский дюбель». Это пиво я сварила уже 3 месяца назад, даже чуть-чуть больше. И как раз самое время показать вам дегустацию. Я его уже попробовала, и мне оно очень понравилось. А вы попробовали сварить пиво по моему рецепту? Если да, то напишите в комментариях, как оно вам. Если нет, то смотрите дегустацию и скорее бегите за ингредиентами. Итак, как я уже говорила много раз, это одно из самых моих любимых пив. Начальная плотность у дюбеля была 17%. Потом оно очень бурно бродило первые 2-3 дня. А далее очень медленно, простояло в ЦКТ практически месяц, после чего мы его разлили. Для того, чтобы быстрее можно было начать пить пиво, мы разделили партию условно на 3 части. В первую часть мы положили 1 большую ложечку декстрозы, во вторую среднюю и в третью маленькую. С маленькой ложечкой партия была самая большая. Все бутылки мы промаркировали, и первыми начали пить те, которые были с большой ложкой. На этикетке с названием мы сделали разного цвета пометки. Те, которые можно выдерживать дольше всего, мы пометили зеленым карандашом, средние желтым, и которые нужно выпить самыми первыми, мы пометили красным цветом. Для того, чтобы скорее можно было продегустировать пиво, мы разделили партию условно на 3 части. В первую мы добавили большую ложечку декстрозы для карбонизации, во вторую среднюю и в третью самую маленькую. Это пиво стояло в ЦКТ целый месяц, и его конечная плотность последние пару недель не падала, поэтому и пришлось пойти на такой прием. Бутылок с маленькой ложкой больше всего, так как я уже говорила, что самое вкусное пиво после 3 месяцев выдержки, 6 даже будет лучше. И уж точно оно и за год не испортится. Мне как раз нравится пиво, которое простояло около года. Оно самое-самое выдержанное и вкусное, на мой взгляд. Вот, к примеру, многие считают, что пиво долго не хранится. А я совсем недавно нашла у себя в погребе 1 последнюю бутылку тыквенного пива. Его выдержка составила год и 3 месяца. Представляете? Смогла бы я дотерпеть столько, если бы оно реально не затерялось. Так вот, я попробовала это пиво, и что вы думаете? Оно не только не испортилось, оно было либо такое же, либо даже лучше, как когда я его в последний раз пробовала. Бутылки с красной меткой начали поспевать достаточно быстро, буквально за 2 недели. За ними потянулись с желтой меткой. Поэтому единственное, что я бы изменила, это я бы сделала больше партию с самой маленькой ложечкой. Но опять же, нужно смотреть, какая у вас конечная плотность, при которой вы разливаете. Я вот не была уверена до конца в конечной плотности, но слишком она была высокая и вообще стояла на месте долго. Поэтому, чтобы обезопасить себя, сделали вот так вот 3 разных варианта. И теперь я в следующий раз, наверное, сделаю больше зеленых. Те из вас, кто читает мое сообщество, наверняка видели отзыв мой о дюбеле от фирмы Вестмале. Кстати, мне этот дюбель, скажу, очень не понравился. Он по вкусу был похож на квас с жженым привкусом, совершенно не плотное. То, что мне вот нравится в дюбеле, он должен быть плотным. Хотя по запаху, по аромату он был совсем неплох. По ощущениям, по вкусу пиво было очень водянистым. И сам вкус его был скучным, вообще невкусным, и я, честно говоря, еле допила этот бокал. И после этого я поняла, почему мои знакомые, которые не особо разбираются в пиве, а это, согласитесь, достаточно известный бренд, они, попробовав такое пиво, совершенно не восхитятся и уж точно не захотят его сварить. Если вы перед тем, как сварить домашний дюбель, хотите познакомиться с этим стилем пива, из коммерческих дюбелей я бы посоветовала попробовать Рошфор 8. Он, на мой вкус, на мой взгляд,
очень хороший по вкусу и по аромату, очень похож на домашнее пиво, и в нем, кстати, используется натуральный метод карбонизации. Когда я пробовала это пиво, на дне бутылки я видела осадок. Кстати, дегустацию, мое сравнение домашнего пива и Рашфор 8 коммерческого производства вы можете тоже посмотреть у меня на канале. Итак, давайте я уже открою бутылочку и покажу вам, как мое пиво выглядит в бокале. Вам, наверное, не будет видно, но тут этикетка с зелененьким карандашиком, зеленой отметиной. Ну вот и все. Ничего страшного, когда я открывала дюбель коммерческий Рашфор, тоже оно вылилось. Все натуральная карбонизация. У меня есть один секрет. Пиво с такой пробкой, его можно, в принципе, подспускать. Если нажимать вот в таком положении на пробку. Если у вас даже сильно перекарбонизированное пиво, его можно подспускать несколько дней, например, и потом оно станет абсолютно нормально. Эти бутылки я не трогала. Вот. Если так сделать, поставить пиво в холодильник, оно будет абсолютно прозрачное. Сейчас у меня оно получилось, ну, сами видели на видео, не очень прозрачное, но обычно оно прозрачное. Оно стало мутным из-за того, что газ поднял небольшой осадок со дна. В принципе, то, что дюбель будет карбонизированный, это ни от кого не секрет, ни для кого, потому что даже для того, чтобы пить дюбель, придуманы бокалы с большим горлышком, чтобы быстрее испарялся оттуда газ, чтобы быстрее он выходил из пива. То есть оно, в принципе, должно быть сильно карбонизированное. Вот, поэтому я рекомендую дегустировать это пиво из бокалов кубков с большим горлышком. Тогда вы лучше и аромат почувствуете, и сможете насладиться полным спектром всех ароматов, которые исходят от пива. Что же я тут чувствую? Чувствую я, что ярче всего в аромате этого пива ощущается барбарис, карамель. Очень хорошо ощущается сладость, изюм, сухофрукты. Оно очень сладенько, вкусненько пахнет, красивого янтарного цвета. Очень мне нравится это пиво. Пенка у него не чисто белого цвета, она чуть бежеватого цвета. Подходит по цвету к этому пиву. Итак, давайте я его уже попробую. Оно такое сладковато-горьковатое. Помните, что мы немного добавляли здесь хмель, только на горечь в начале и небольшое количество, но пиво не супер сладкое, тут вот прям все в меру. Небольшие, совсем маленькие нотки жженого есть в конце, но совсем не такие, как у Вестмаля. Там это действительно сладкий квас с жженостью, и это невкусно. А тут, если вы все сделаете по моему рецепту, получится то, что надо. Жженость получается здесь не как будто она от солода, от жженого, если вот говорить по ассоциации, а больше похоже на жженую карамель, когда это пиво охлажденное так сильно, оно чуть-чуть, кислинка у него есть во вкусе, но чем больше оно нагревается, по мере того, как вы сидите, болтаете, пиво становится все более и более ароматным,
и становится все более и более сладковатым. То есть у него меняется при нагревании и аромат, и вкус в лучшую сторону, в более интересную. В общем, если хотите насладиться этим пивом в полной мере, старайтесь подать его не сильно охлажденным, в бокалах, кубках. И на закуску отлично подойдут жареные орехи или просто орехи, особенно грецкие, с медом и с сыром. Это пиво достаточно плотное, эта плотность ощущается, и мне это очень нравится. При этом его спиртуозность ощущается не сильно. Оно очень интересное, сладковатое и ароматное. И спиртом там вообще не пахнет, но оно достаточно крепкое. Многие девушки, которые пробуют это пиво, да и не девушки, почему-то считают, что оно такое легкое. Раз оно вкусное, такое все из себя ароматное, значит оно супер легкое, а не такое, как обычное пиво. Нет, это пиво, оно крепкое. Кстати, давайте измерим, насколько оно алкогольное. Рефрактометр все еще показывает 9. Вводим данные в калькулятор. Получается, что конечная плотность у него 1,016, а значит у него алкоголя 6,7%. Когда мы разливали по бутылкам, рефрактометр столько же показывал. Давайте для вашего успокоения попробуем измерить ареометром. Вот 1,016, точно такие же показания и рефрактометр, и ареометр показывают. Так что да, действительно, пиво такое крепенькое. Хотя у меня были и более крепкие пива, но что-то не знаю. Рефрактометр и ареометр показывают одинаковую конечную плотность. А это значит, что алкогольность мы вычислили правильно. Не дадим добру пропасть. Все обратно выливаем. Так, выдерживала я эти бутылки и во время брожения температуру 18-20 градусов. Во время выдерживания бутылки тоже у меня стояли при такой температуре 18-20 градусов. У меня в комментариях много кто просил рассказать, как я храню свое пиво, в чем, при какой температуре. После того, как один раз ночью меня разбудила взорвавшаяся бутылка какой-то очень старой партии пива, которое мы не пили, я его хотела подарить, вылить, куда угодно деть все время, но мой муж очень не хотел этого делать, он говорил: выпьем, выпьем, выпьем. В итоге, короче, пиво стояло очень долго, и бутылка была из первых партий, где мы плохо контролировали добавление декстрозы. В итоге она взорвалась, стояла она у нас в комнате. При прохладной температуре, температура была 16-18, вот так, 20 градусов, вот, разбудила нас ночью. И мы придумали такой вариант: хранить бутылки в специальных пластиковых боксах с крышкой. Мы их купили в Икее. В каждую такую коробку пластиковую помещается 22 бутылки по 0,75, вот таких. И очень удобно, что крышка закрывается плотно на специальные защелки зажима, и их можно ставить одну на другую, что экономит место. Боксы я накрываю плотным покрывалом, чтобы туда не проникал никакой солнечный свет. Летом мы храним пиво во втором доме, в неотапливаемом, но там прохладно летом. Температура редко поднимается выше 18-20 градусов, то есть практически никогда там не бывает жарко. Вот. И в то же время зимой, когда температура в том доме достигает плюс 3 градусов, мы переносим все пиво в нашу холодную комнату, в которой температура 16-20 градусов.
максимум. И весной, когда минусовой температуры снова нету, переносим пиво обратно в другой дом, неотапливаемый. Вот пока я снимаю, пиво еще больше нагрелось, у него такие вкусные сладкие ноты карамельные. Надеюсь, вам это пиво понравится так же сильно, как и мне. Всем спасибо за внимание. Желаю вам хороших варок и вкусного пива. Всем пока. Чин-чин.